Голос, который остался, живой Чингук, песня перемены ночь, которая говорила с нашими душами. Привет, армия. В мире, переполненном шумом, иногда мы больше всего жаждем одного голоса, который чувствуется как дом. Когда шепот становится мировым событием, его не рекламировали. Не было ни тизерного постера, ни обратного отсчета, ни оповещения компании. Экран молчал. Ни рекламных щитов, ни ТикТок, ни намека на то, что должно произойти что-то монументальное. И затем, так же мягко, как ветерок, проскальзывающий. В приоткрытое окно пришло уведомление. Джонг Кукук в прямом эфире. Никаких камер. Никаких стилистов, никакого блеска, только голос. Голос, которого мы не слышали слишком долго. Голос, который не требовал внимания, а просто предлагал подарки. Для миллионов все остальное остановилось. Прямой эфир, который не пытался впечатлить, и именно поэтому он исцелился. Есть прямые трансляции, которые ощущаются как выступление. Есть прямые трансляции, которые ощущаются как бизнес. А еще есть такие прямые трансляции. Такие, которые ощущаются, как будто давно потерянный друг внезапно стучится в вашу дверь среди ночи. Не ради драмы, не ради заголовков, просто чтобы проверить, все ли у вас в порядке. Тон Джанкука не был отрепетирован. Он не пытался стать вирусным. Он просто существовал. И одно это казалось чудом. Изменение, песня, послание, зеркало. Когда Джанкук начал петь «Changes» Джастина Бибера, что-то изменилось в воздухе. В комнате стало тихо. Это был не просто кавер. Это была не просто песня, которая ему нравилась. В тот момент это было послание. В некоторые дни я двигаюсь, как вода. В некоторые дни я горю, как огонь. Эти слова, которые пел человек, который рос под постоянным пристальным вниманием мира. Это по-другому. Они стали его историей и, как следствие, нашей историей. Мы тоже чувствовали себя нестабильно. У нас тоже были дни, когда мы текли, как вода, и другие, когда мы разбивались, как стекло. Джанкук не просто пел. Перемены. Он пригласил нас в свою уязвимость. Я переживаю перемены. Это было больше, чем мелодия. Это было лекарство. Нежное признание. Мне скоро исполнится 30. Затем прозвучали слова, которых никто не ожидал. Но каким-то образом всем нужно было их услышать. Мне скоро исполнится 30. Не сказанные со страхом. Не с празднованием. Просто сказанные. Как истина, которую он только начал принимать. И вдруг фанаты по всему миру почувствовали острую боль в груди. Мальчик, который когда-то хихикал на музыкальных шоу. Мальчик, который прятался за хангами. Мальчик, который пел о том, как сильно он влюблен, теперь стал мужчиной. А потом появилось прозвище. Дядя Джункук. Все началось игриво, но в итоге вызвало глубокие эмоции, потому что мы поняли, что это не просто шутки. Мы признавали ход времени. Мы не только наблюдали, как он взрослеет. Мы росли вместе с ним. Совместное путешествие, время, нежность и единение. Есть что-то священное в том, чтобы делить время с кем-то, не осознавая этого. Однажды ты обнаруживаешь новую песню BTS в своей школьной форме. В следующий раз вы слушаете ту же песню. В машине после долгой смены на работе. И на протяжении всего этого времени Джанкук оставался. Менялся. Да. Рос, да, но всегда был рядом. Его голос взрослел. Появились татуировки. Его взгляд смягчился.
Слова стали глубже, но его душа, его теплота, его правда остались неизменными. Невидимая сила тихой. Прямой трансляции. Прямая трансляция не была броской. Не было никакой графики, никаких визуальных эффектов, никаких неожиданных объявлений. Но в этой тишине мы услышали все. Он спросил о нас. Он посмеялся над нашими комментариями. Он признался в неуверенности, сказал он. Я не уверен, что нас ждет в будущем. Но пока ты здесь, я буду продолжать петь. Это предложение не было написано по сценарию. Оно было священным. Потому что в этих нескольких словах мы услышали обещание, мольбу, тихую любовь, которая не кричит, а остается. Последствия. Как отреагировал мир. А потом прямая трансляция закончилась, и вселенная реального времени взорвалась. Решетка дядя. Джанкук — решетка перемены от Джанкука. Хэш, ты все еще наш малыш Джей Кей. Хэш — голос, который исцеляет. Интернет бурлил эмоциями во всех уголках. На YouTube фанаты публиковали перезаписи и слезливые видео с реакцией. В TikTok создатели совмещали его живое выступление с кадрами собственных мучений взросления. В Instagram художники рисовали его не как айдола, а как человека, открытого, вдумчивого, настоящего. Но, пожалуй, самая сильная реакция возникла в тишине. Люди сидели одни в своих спальнях, просто слушали. Просто чувствовали, просто помнили, что они не одиноки. Истинный смысл быть айдолом. В К-попе слово «айдол» часто используется неправильно. Оно подразумевает совершенство, неприкасаемую красоту, вечную молодость. Но Чингук в этом эфире переосмыслил его. Он показал нам, что быть идолом не значит быть идеальным. Это значит быть близким. Он напомнил нам, что айдолы могут стареть. Они могут меняться. Они могут плакать. Они могут задавать вопросы. И когда они это делают, когда сбрасывают маску, они становятся... Это была капсула времени, мягкая глава в очень шумном мире. Это был момент, когда мальчик стал мужчиной на наших глазах. Песня стала молитвой. Голос напомнил нам, как снова дышать. И мы будем хранить эту память не только в телефонах или плейлистах, но и в тихих уголках наших сердец. Куда мы идем? Когда нас переполняют эмоции. Когда мы скучаем по тем, кем мы были. Когда мы хотим помнить, кем мы все еще являемся. Последнее. Слова от нас ему. Джонкук. Мы тоже выросли. Мы тоже изменились. Но твой голос, твоя честность. Они напоминают нам, что быть человеком — это не недостаток. Это дар тому, кто все равно появился. Спасибо, что позволили нам расти рядом с тобой. В мире, который движется слишком быстро, где все гонка за тем, чтобы быть громче, быстрее, заметнее, ты выбрал нечто иное. Ты не просто пригласил нас в свой мир. Ты позволил нам идти рядом с тобой. Шаг за шагом, нота за нотой, год за годом мы наблюдали, как ты поднимался. Но что еще важнее, мы наблюдали, как ты оставался на протяжении всех преобразований. От мальчика, который когда-то тихо стоял позади, до мужчины, который теперь шепчет стадионы. Ты никогда не оставлял нас позади. Ты никогда не забегал вперед так далеко, что мы не могли за тобой последовать. Ты ждал. Ты останавливался. Ты оглядывался назад. И тем самым ты напомнил нам, что можно замедлиться, дышать, чувствовать, существовать. В тишине между аплодисментами. Ты научил нас, что успех — это не всегда покорение всех хит-парадов или завоевание всех трофеев. Иногда речь идет о выживании, исцелении, возвращении домой.
К себе. Но, возможно, самое прекрасное, что ты когда-либо делал, это появление. Не тогда, когда это было удобно. Не когда камеры были готовы. Не когда весь мир смотрел. А когда тебе не нужно было этого делать. Когда не было никакого камбэка для продвижения, никакого выпуска альбома. Никакой причины, кроме твоего тихого желания напомнить нам. Я вижу тебя. Я не забыл тебя. И это в этом шумном и хаотичном мире значило все. Потому что иногда то, что нам больше всего нужно, это не фейерверки или заголовки. Иногда просто знать, что кто-то все еще заботится, все еще помнит, все еще выбирает вернуться, даже когда мог бы уйти. Ты вернулся, чтобы просто проверить, здесь ли мы еще. И мы есть. Мы никогда не уходили. Потому что твоя музыка — это не просто саундтрек, это спасательный круг. Твой голос хранит истории, которые мы никогда не знали, как рассказать. Твое молчание говорит громче миллиона.